Приветствуем всех, кто смотрит данное видео. В продолжении уже затронутой темы об истории создания и развития микроскопа, во второй части нашего познавательного цикла мы поговорим про изобретение электронного микроскопа. Именно данное событие дало очередной качественный прорыв в микроскопии и позволило ученым сделать новые, потрясающие открытия в самых разных областях науки. Датой рождения электронного микроскопа принято считать 9 марта 1931 года. Его изобрел немецкий физик Эрнст Руско, которому на момент своего триумфа было всего 24 года. Руско вместе со своим коллегой, немецким электротехником Максом Кнолем, собрали и представили первый прототип, который на тот момент был менее мощным, чем, например, современные оптические микроскопы. Но именно этот прототип позволил установить и проверить на практике основные принципы электронной микроскопии. В 1933 году Эрнст Руско построил очередной вариант своего революционного изобретения, разрешающая способность которого достигла 50 нанометров. Именно это событие позволило электронному микроскопу впервые добиться превосходства над возможностями всех классических оптических увеличительных приборов того времени. Спустя еще 4 года компанией Siemens был выпущен первый коммерческий электронный микроскоп. А это означает, что всего 6 лет понадобилось Эрнсту Руско и его коллегам, чтобы создать и довести свое изобретение до той стадии, когда прибор с разрешающей способностью в 10 нанометров впервые поступил на рынок и стал широко использоваться в различных научных лабораториях. Теперь, когда мы изучили хронологию появления первого электронного микроскопа, давайте узнаем, какие проблемы и причины побудили ученых работать в данном направлении. Все дело в том, что основная идея изобретения отталкивалась от ограниченных возможностей обычного оптического микроскопа, пределом разрешения которого являлась длина волны видимого света, а это порядка 500 нанометров. Поэтому, чтобы достичь больших увеличений, например, таких, чтобы увидеть атом, диаметр которого составляет всего лишь 0,1 нанометра, потребовалось разработать новые революционные способы микроскопии, позволяющие преодолеть барьер в виде длины волны видимого света. На самом деле, принцип работы электронного микроскопа технически схож с принципом работы оптического, с той лишь разницей, что вместо видимого света он использует электронные лучи. Электроны ведут себя как фотоны, но их длина волны в 100 тысяч раз короче, что в конечном счете и дает гораздо большую разрешающую способность. Также, в отличие от оптического микроскопа, где световым лучом управляют линзы, находящиеся в объективе и окуляре, в электронном микроскопе это делается с помощью магнитных линз, которые управляют движением электронов в колонне прибора при помощи магнитного поля. А теперь давайте посмотрим внимательнее на корпус электронного микроскопа. Он представляет собой металлическую трубу. В ее верхней части расположен источник электронов. Это вольфрамовая нить накала, которая называется катодом. На нее подается высокое напряжение и начинается излучение электронов с поверхности катода. Пучок электронов ускоряется за счет высокой разности потенциалов между катодом и анодом. Для этой цели используется напряжение от 20 кВт до 1 мегавольта. Далее ускоренный поток фокусируется и направляется системой магнитных линз на исследуемый образец. И вся эта система называется электронной колонной. Так как наше зрение не может воспринимать электронные пучки, то изображение создается на люминесцентном экране, либо фиксируется на фотопластинке или цифровой камере. А чтобы электроны не рассеивались в результате столкновений с молекулами воздуха, внутри колонны создается вакуум. Вот таким сложным и в то же время простым образом устроен электронный микроскоп. И ведь не зря говорят, что все гениальное просто.
Изобретенный в начале 20 века Эрнстом Руской просвечивающий электронный микроскоп стимулировал разработку микроскопов других типов, например, сканирующего электронного микроскопа. В таком приборе на образец направляется остро сфокусированный пучок электронов, и исследователь, вместо того, чтобы наблюдать электроны, прошедшие сквозь материал, наблюдает рассеивающиеся электроны. Магнитные катушки такого микроскопа позволяют управлять перемещением падающего пучка по поверхности изучаемого материала. Фиксируя вариации в распределении рассеянных электронов, исследователь получает объемное изображение объекта, в отличие от плоскостного изображения, получаемого с помощью просвечивающего электронного микроскопа. В 1986 году, спустя 55 лет с момента появления первого электронного микроскопа, Эрнст Руска стал лауреатом Нобелевской премии по физике за выдающиеся изобретения своей молодости. Данную награду он разделил с Гердом Биннигом и Генрихом Рореро, которые изобрели сканирующий туннельный микроскоп. Это был первый микроскоп, позволяющий получать изображение поверхности с невероятно точным атомарным разрешением. И кто знает, каких новых допустимых увеличений в микроскопии добьется человечество и какие еще открытия нас ждут в ближайшие десятилетия. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал и обязательно следите за дальнейшими обновлениями.